Мы привыкли думать, что история — это закрытая книга, пыльные архивы, сухие даты, и потому нам кажется, будто мы точно знаем, кто мы и откуда пришли. Но что, если самые достоверные истины о нашем прошлом не истины, а удобные версии? Что, если целые народы несут в себе секрет, который способен взорвать привычную схему заселения континентов и переписать первую главу истории человеческого вида? Сегодня эта история ведет нас к народу, известному как чероки. Не просто племени, а нации. Одной из 5 цивилизованных наций Юго-Востока Америки. Нации, которая сумела создать собственную письменность буквально с нуля, а затем построить государство по образцу США со столицей, двухпалатным парламентом, конституцией и Верховным судом. Их известная документированная история — эпос об адаптации, интеллекте и трагедии. Но под слоем официальных фактов годами жил шепот. Странные слухи, романтические версии, теории, которые академический мир отбрасывал как бред, будто корни чероки уходят не только в туманные леса Апалачей, но и за океан. 2 столетия эти идеи были уделом чудаков, псевдоисториков и авантюристов. Их высмеивали, игнорировали и убирали в дальний ящик. Пока в 21 веке в стерильной тишине лабораторий, в холодных шахтах секвенаторов ДНК, компьютер не выдал сигнал, который прозвучал громче любой легенды. Но, прежде чем генетика стала главным свидетелем, следствие получило улику еще в XIX веке. 1889 год. Теннесси. Долина реки Литл Теннесси. Сердце исконных земель Чероки, откуда их изгнали полвека назад. Археологи Смитсоновского института ведут раскопки, и это не просто раскопки, а научная война эпохи. Америка одержима тайной строителей курганов. По долинам Огайо и Миссисипи стоят тысячи гигантских земляных сооружений, звериные силуэты, насыпи пирамиды, монументы масштабов, которые упрямо не вписывались в расовые предрассудки XIX века. Официальная доктрина того времени звучала примерно так. Примитивные индейцы не могли построить такое. Это сделали викинги, валлийцы или потерянные колена Израиля. Чтобы раз и навсегда положить конец этим мифам, Смитсоновский институт поручает археологу Сайрусу Томасу доказать обратное. Курганы созданы предками современных коренных народов. И вот в одном из курганов, в нетронутом археологическом слое, команда Томаса находит погребение воина, а под его черепом — маленькую плоскую сланцевую пластину длиной около 11 сантиметров. На ней аккуратно вырезаны 8 угловатых знаков. Томас, чья миссия — отбить идею внешнего влияния, смотрит на символы и отмахивается. Он не семитолог, не эпиграфист, и в отчете пишет, что это «вне всякого сомнения» буквы алфавита Чероки, то есть того самого письма, которое через десятилетия создаст секвойя. Камень отправляют в хранилище, и он надолго исчезает из поля зрения. Обычная индейская реликвия, еще одна коробка на полке. Проходят десятилетия, и в 1970-х годах камень снова попадает на стол исследователей, все еще одержимых идеей древних контактов. Тогда в игру вступает другой человек и другой взгляд. Сайрус Гордон, известный специалист по древним семитским языкам, заявляет то, от чего у академической среды подкашиваются ноги. Он говорит, надпись не силабарий секвойи, а палеоиврит, древнееврейское письмо, использовавшееся до Вавилонского плена. Он предлагает чтение и смысл, от которого у конспирологов начинается праздник. Для Иудеи начался хаос. Варианты переводов гуляют, но суть заявления одна — это иврит.
Если артефакт из доколумбового слоя несет на себе древнееврейскую надпись, это выглядело бы как реактивный двигатель в гробнице Тутанхамона. Это ломало бы все. Смитсоновский институт оказывается под огнем, и скептики отвечают мгновенно: подделка. В ход идут полевые заметки, слухи о шутнике-ассистенте, который мог подбросить камень, упоминание о клочках еврейской газеты поблизости, откуда будто бы могли срисовать символы. Дело пытаются закрыть как очередную фальсификацию. Но у сторонников подлинности появляется контрудар. Они поднимают оригинальные фотографии экспедиции 1889 года и замечают деталь, от которой история становится еще язвительнее. Камень сфотографирован вверх ногами. Томас, не зная иврита, каталогизировал надпись перевернутой, и именно в таком виде она разошлась по публикациям. И Томас, и его помощник-шутник, и первые критики все смотрели на нее не той стороной. В перевернутом положении знаки действительно могут смутно напоминать черокское письмо. Но стоит перевернуть изображение, и символы становятся гораздо ближе к палеоивриту. Это не доказывает автоматически древних евреев в Америке, но рушит аргумент о том, что Томас якобы сразу все понял и играл на публику. Он, похоже, просто ошибся. Дальше подключаются геологи и археологи, изучают патину, налет времени внутри борозд, следы инструмента, износ. Их выводы расходятся, споры застревают, и камень из Бат-Крик превращается в поле битвы. Для одних — неоспоримое доказательство контактов, для других — невероятно сложная многоходовая подделка. А главное — камень не способен сам вынести приговор. Нужен свидетель, который не лжет. И таким свидетелем становится генетика. Наука, которая читает историю не по символам на сланце, а по двойной спирали в крови. К концу XX века у антропологии была почти догма. От 20 до 30 тысяч лет назад охотники из Сибири переходят в Америку по сухопутному мосту Берингии, не узкому, мостику, а огромному субконтиненту, ныне затопленному. Затем, около 15 тысяч лет назад, ледниковые щиты расходятся, открывая коридор, и предки коренных народов стремительно расселяются на юг, заполняя два континента за считанные тысячелетия. Генетика, казалось, подтверждала это железно. Миграции читаются по гаплогруппам, наследуемым маркером материнской митохондриальной ДНК и отцовской итераричен хромосомы, своеобразным фамилиям биологической истории. У подавляющего большинства коренных американцев доминируют материнские гаплогруппы А, Б, С и Д, линии, четко связанные с Восточной Азией и Сибирью. Такого результата ожидали и от исследований чероки. Найти А, Б, С, Д, поставить галочку и навсегда похоронить легенды Джеймса Аддера и историю про камень. Первые тесты действительно выдали ожидаемое. А есть, Б есть, С есть, все выглядит чисто. Но затем техники и исследователи заметили на экранах секвенаторов то, чего там быть не должно. Повторяющийся маркер, который не укладывался в стандартную картину. Это была не случайная ошибка прибора и не один выброс. Это была пятая линия, гаплогруппа X. Причем не в долях процента. У некоторых групп коренных американцев, особенно на северо-востоке, например, у отдельных алгонкинских народов, и у части чероки она встречалась так часто, что выглядела как полноценная основная ветвь, вплоть до каждого четвертого в отдельных выборках. И вот где начался настоящий шок. А, Б, С и Д. Типично азиатские и широко встречаются по Сибири, Монголии, Японии. А гаплогруппа X в Восточной Азии почти отсутствует, в Сибири исчезающе редка. То есть именно там, откуда, согласно догме, пришли все, следа почти нет. Тогда откуда она взялась в Америке?
Ученые сверяют глобальные базы данных и видят распределение X. Европа, Ближний Восток, Северная Африка, отдельные популяции Кавказа и Леванта. На одном мониторе условный генетический профиль носителя X среди коренных американцев, на другом — профиль носителя X в Восточном Средиземноморье. Совпадение маркера, которого почти нет в Азии, выглядело как удар по голове. Для сторонников потерянных колен это было мгновенное «вот оно». Адер был прав, камень настоящий. Древние евреи или финикийцы пересекли океан и оставили генетический след. Но наука не остановилась на фамилии. Она полезла глубже, потому что ДНК Кетарим Раши — это не один ярлык, а древо. И вскоре выяснилось, что гаплогруппа X делится на подветви. Европейско-ближневосточные линии — это условно X1 и разные ветви X2, X2b, X2c и другие, а американская — иная, отдельная, получившая обозначение X2a. Это было первое ключевое открытие. Американская X — не свежая прививка из Европы или Леванта, а родственник, который давно пошел своей дорогой. Второе ключевое открытие дала попытка ответить на вопрос «когда?». Генетики запускают молекулярные часы, оценивая время расхождения по накопленным мутациям митохондриальной ДНК. Если бы правы были романтики о финикийцах или израильтянах до Колумба, расхождение выглядело бы относительно недавним — несколько тысяч лет. Но расчеты дают совершенно другую величину — примерно от 15 до 20 тысяч лет назад. То есть носительница X, 2A, пришла в Америку в разгар ледникового периода, задолго до пирамид, городов, бронзы и алфавитов, задолго до того, как слово «Иудея» вообще могло возникнуть. Так, генетика уничтожила миф о потерянных коленах окончательно. Однако вместо красивой легенды возникла тайна гораздо глубже и по-своему пугающая. Как популяция, генетически родственная евразийским линиям Старого Света, оказалась в Америке так рано, и почему между там и тут зияет провал именно в Сибири. Расследование раскололось на два лагеря. Первый держится за радикальную, почти фантастическую идею — салютрейскую гипотезу. Согласно ей, часть первых американцев могла прийти не из Азии, а из Европы. Около 20 тысяч лет назад на территории Франции и Испании существовала салютрейская культура, известная тончайшими каменными орудиями и охотой на морских животных, и археологи Деннис Стэнфорд и Брюс Брэдли предполагали, что, двигаясь вдоль кромки Атлантического льда, поколение за поколением, охотники могли продвигаться на запад от льдины к льдине, пока не достигли новой Земли. В качестве аргументов приводят, во-первых, сам факт X, а во-вторых, технологические сходства. Самые ранние клавийские наконечники в Америке не имеют прямых аналогов в Сибири, а некоторые приемы обработки, включая специфическую технику перелома скалывания, кажутся похожими на европейские образцы. Но у этой версии тяжелый груз проблем, гигантские расстояния, отсутствие найденных лодок салютрейцев, уязвимость к обвинениям в европоцентризме и слабая поддержка большинства специалистов. Второй лагерь предлагает объяснение, которое возвращает нас в Берингию. Но не как в коридор, а как в целый затерянный мир. Берингия во время ледникового максимума была не мостиком, а большим континентом с реками, степями, лесотундрой и мамонтами, где люди могли жить тысячелетиями в изоляции. В этой модели ключевое понятие — берингийская стоянка, берингийская изоляция. Ледники перекрывают пути на юг и назад в Азию, и популяция оказывается заперта в генетическом Ноевом ковчеге. И главное, эта популяция могла быть смешанной уже на входе,
собраны из нескольких древних евразийских ветвей, пришедших не из одной точки Сибири, а из разных районов Северной и Центральной Азии, вероятно, включая области Алтая и прилегающих регионов. Внутри такого древнего конгломерата вполне могли существовать носители А, Б, С, ШТД и носители ХАК, которые вместе пережили изоляцию. Затем, когда около 15 тысяч лет назад климат изменился и пути на юг стали открываться, эта берингийская популяция расселилась по Америке. А почему X почти нет в Сибири сегодня? Потому что там ее могли стереть последующие миграционные волны и демографические замещения, тогда как в Америке линия сохранилась и закрепилась. В таком прочтении гаплогруппа X2A не еврейский маркер и не европейская печать, а древний евразийский след, который в Америке оказался законсервирован, тогда как в Старом Свете разошелся по другим ветвям. И вот здесь история делает важный моральный разворот. ДНК чероки не превращает их в европейцев и не подтверждает сказки о Бронзовом веке. Она лишь говорит, что у людей был общий глубочайший предок в Древней Евразии, и что заселение Америки — не прямолинейная стрела, а сложная сеть путей ледникового времени. Но даже это только половина правды, потому что настоящая уникальность чероки не в том, откуда пришла одна из их древних линий десятки тысяч лет назад, а в том, кем они стали в исторически близкое время. Когда давление белых поселенцев стало неумолимым, чероки сделали выбор, которого от них никто не ожидал. Они начали адаптироваться не пассивно, а институционально, строя государство, создавая законы, превращаясь в политическую силу. Их общество было сложным и матрилинейным. Власть и собственность в значительной мере шли по линии матери, женщины имели серьезное влияние. Не хватало одного — письменности, того оружия, которое давало белому миру власть над договорами, судами и газетами. И тогда появился Секвойя, чероки, не говоривший по-английски, не умевший читать и писать, ремесленник, кузнец и ювелир, хромой после ранения, который увидел говорящие листья, письма и книги. И понял, сила не в ружье, а в знаках. Он одержимо работал 12 лет. Его высмеивали. Его жена сожгла первые наброски, решив, что это колдовство. Его обвиняли в черной магии и изгоняли. Он уходил, возвращался, но не отступал. И в 1821 году он принес вождям готовую систему, силлабарий примерно из 86 символов, простой, точный, идеально подходящий звуковой структуре языка чероки. Чтобы доказать, что это не фокус, он устроил демонстрацию. Вожди называли слова, он записывал, затем приглашал дочь Айоку, и она читала записанное безошибочно. После этого случилось то, что можно назвать культурным взрывом. За месяцы тысячи чероки научились читать и писать, уровень грамотности взлетел, появилась двуязычная газета «Cherokee Phoenix», печатались законы, обращения, аргументы, и нация начала спорить с государством США на его поле. Словами, правом, прессой. Это единственный по-настоящему исключительный случай в истории, когда один человек, будучи неграмотным, в одиночку создал с нуля эффективную письменную систему и быстро распространил ее среди своего народа. Но даже это не спасло их от катастрофы. В 1830 году президент Эндрю Джексон подписал закон о выселении индейцев. В Джорджии нашли золото, и договоры перестали значить что-либо. Чероки не пошли войной. Они пошли в суд. Они дошли до Верховного суда США и выиграли. В деле Worcester v. Georgia в 1832 году суд под руководством Джона Маршалла признал чероки суверенной нацией, а законы Джорджии — неприменимыми к ним.
Это должна была быть победа закона. Но исполнительная власть проигнорировала решение, и легендарная, пусть и спорная в формулировках, реплика «пусть теперь заставит меня исполнить» стала символом того, как конституционный принцип ломается об политическую волю. Дальше грязная механика. Власть находит маленькую нелегитимную группу, договорную партию, подписывает с ней выгодный договор, который не представляет большинство, и запускает принудительное выселение. В 1838 году солдаты входят на земли Чероки, выгоняют людей из домов, загоняют в форты и лагеря, грабят и жгут имущество, школы, типографии. Потом начинается марш примерно в 1300 километров на запад, в сторону нынешней Оклахомы. Зима, недостаток одежды и еды. Болезни. Холера, дизентерия, корь, пневмония. Смерть идет рядом, и часто людям не дают остановиться, чтобы похоронить близких. Чероки назвали этот путь Нуна-Даулцун — тропа, где мы плакали. Из примерно 16 тысяч отправленных в путь погибло более 4 тысяч, каждый четвертый, включая женщин, стариков и тысячи детей. Это была национальная травма масштабов, которые трудно проговорить без горечи. Но история Чероки не заканчивается на роли жертвы. Она про невероятную стойкость. Они дошли до Оклахомы. Они похоронили своих мертвых. И они достали свою конституцию. Они восстановили столицу в Талекве, заново построили школы, снова начали печатать газеты, фактически пересобрали государство из обломков. А во время Второй мировой войны их язык и созданная секвой письменная традиция стали частью военной истории. Чероки-шрифровальщики использовали сложность языка для защищенной связи, спасая жизни на фронтах. Сегодня нация Чероки — одна из крупнейших и наиболее устойчивых коренных наций США. И вот итог расследования, если убрать дымовые шашки мифов. ДНК Чероки не подтверждает сказки о финикийцах, древних евреях и секретных переселенцах Бронзового века. Она уничтожает их. Но она одновременно показывает, что упрощенная школьная картина «все пришли одинаково и одинаковым путем» тоже недостаточно. История заселения Америки была драмой ледникового времени, сложной сетью миграций, изоляций и исчезнувших популяций. Гаплогруппа X2A — не печать Европы и не подпись Иудеи. Это древний евразийский след, который в Америке сохранился как живой артефакт, в то время как в Старом Свете разошелся по другим ветвям. И если генетический код одного народа смог так встряхнуть наше понимание прошлого, то сколько еще закрытых дел истории откроется, когда мы научимся читать эту книгу до конца? Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.